В Арктике всегда много разнообразных дел помимо основной работы. Наловить рыбы, подготовить снаряжение и технику, что-то подремонтировать, куда-то зачем-то съездить. И не меньше способов отдыха – походы, рыбалка, охота. И случается так, что я оказываюсь в своем северном доме без какой-либо компании, совершенно одна. Сегодня проведем со мной время на Кольском полуострове и порассуждаем, как быть одному и не бояться одиночества. Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата – история жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. И всем добро пожаловать за полярный круг! Рассказывая о своем доме на севере, я часто слышу вопрос, на секунду сбивающий меня с толку. «А тебе не одиноко там одной?» Я всегда честно отвечаю «нет», но однажды задумалась, ведь все мы вкладываем в слово «одиночество» совсем разный смысл. Быть одному и чувствовать себя одиноко – не одно и то же, и для кого-то одиночество – строго отрицательное явление, какая-то зараза, которой нужно всячески избегать, то, что невозможно выдержать, отсутствие, минус. Для многих, в том числе для меня, это состояние созидания, бесценное время, чтобы расставить все по своим местам. Большинство из нас, живя в бурлящем городском потоке, не выбирают. Открывая глаза утром, мы берем в руки телефон, включаем телевизор или компьютер, и другие решают, какими сегодня будут для нас новости, покупки, еда и развлечения. Ведь вниманием можно успешно манипулировать. Об этом написано тонны книг и посвящены целые курсы в университетах. В ритме современной жизни так легко начать интересоваться вещами, до которых нет дела, тратить время на занятия, которые на самом деле не нужны, есть, читать, смотреть то, что не интересует, не обогащает, а просто тратит самое драгоценное – время. И дело тут не в каком-то конкретном фильме, книге или даже человеке, а в том, что мы не успеваем сообразить, что именно нам нужно. А одиночество порой дает возможность такой нужной встречи с самим собой. Друзья нашли у себя в запасах рога северного оленя, и сегодня у меня дошли руки заняться их покраской в цвет, более подходящий моему дому, о котором можете по ссылочке тут подробнее посмотреть в моем видео. Повешу их в спальне, о которой в нем рассказывала. Вообще северных оленей на Кольском много, но живут они в основном восточнее, в тундрах. Но неожиданные встречи случались и здесь, в тайге. На Кольском до сих пор развито оленеводство, которым в основном заняты саамы, коренной народ севера. Об этих удивительных людях и их оленях обязательно расскажу в одном из следующих видео. Вообще на одно и то же место, явление, состояние можно смотреть совсем по-разному. Про север говорят, это холодное безмолвие, ледяная пустыня, где чувствуешь себя жалким и лишним перед лицом равнодушной природы. Но по мне, это место, где ты остаешься с собой один на один, понимаешь, кто ты и что тебе действительно нужно. Остаться наедине с собой не страшно, ведь твою личность делают не другие люди, хоть они и важны, не от других зависит твоя жизнь. Остаться с собою – это заманчиво. В месте, которое другим кажется опасной холодной пустыней, ты можешь вдруг заметить, как свежо и легко тебе дышится. Какая окружила тебя потрясающая синева,
как искрится снег в скупых лучах зимнего солнца. Какая удивительная тишина притаилась в вершинах сосен. Не думать о других, но наполниться самому – вот что можно сделать. Например, растворить свое маленькое, слабосильное, сомневающееся «я» в чем-то грандиозном, старом, как горы на горизонте, и одновременно всегда новом, как рассвет над тайгой, в красоте природы. Осознать себя ее частью, понять наполненность своей жизни смыслом и содержанием, ее безусловную ценность самой по себе, вне зависимости от других людей. Тогда, будучи один, ты никогда не будешь одинок. Ну а если нет возможности выбраться на природу, всегда можно заглянуть ко мне на канал. Ведь здесь красота Севера всегда в доступе. Так какой же знак, минус или все же плюс, вы поставите перед словом «одиночество»?